18 апреля, мой шорт по битку. Где-то я неделю удерживаю. Досмотрите видео до конца, все аргументы будете знать и понимать ситуацию. Это вкладка сообщества, сюда я загружаю, пока нету телеграм-канала. Сантимент, тот, что был, например, нажимайте на паузу, то, что было вчера, быстренько покажу, я ценю ваше время. Это сантимент по Ютубу. Я вчера это показывал, сейчас покажу тот сантимент, который на сегодня, за 18 часов. Вот, смотрим, это сантимент, вот источники 62 видео. Сюда попадают видео, которые в топе по поиску от 50 до где-то 300 тысяч подписчиков. Видим, да, 62 источника. За рост дивергенции 2, за снижение 3. Но это нужно проверять, потому что это искусственный интеллект, он там может, вот, смотрите, тут есть, как видео называется, можно перейти и посмотреть, что там говорят блогеры. Блогеры со всего мира, там Австралия, Америка, Европа, Африка, ну, короче, интересно посмотреть мнение. Это по Блумбергу, что это? Это геополитика, вот, тоже читайте, смотрите. А это сантимент, кто вот за рост, кто за снижение, вот видите, большинство всегда ошибается. 32 человека за рост, 20 за снижение, 9 не определились. В общем, я показываю, как работает большой капитал на основе мульти-таймфрейма. Каждый день я показываю обновление битка. Сегодня обновление 107 дней свеча. Это 15 недель, либо 3,5 месяца. Я показываю, как работает мульти-таймфрейм. Я показываю два таймфрейма на одном графике. 107 разделить на 4, получается 27 дней. Смотрите, я взял шорт неделю, я уже набираю шорты. Буду добирать, если мы выше пойдем. Это у нас гистограмма. Это 27 дней, а это белое, это 107. Давайте я покажу, чтобы вы понимали ситуацию. Это я инверсию сделал, инвертировать шкалу. Вот видим, да, вот сейчас мы показываем бычью скрытую дивергенцию. Мы обновили вот эту проторговку, гистограмма 27 дней. Да, и еще очень важно, досмотрите до конца, вы узнаете пульс битка. В конце я покажу от 1 минуты до 30 дней дивергенции на одном графике. Вы узнаете пульс биткоина, что нас ждет, что показывают индикаторы. Это называется мульти-таймфрейм. И этот индикатор, все индикаторы можно будет получить. Тут очень большие обширные настройки, где-то до 2 лет, 1,5-2 года я потратил на разработку. Тут 1200 строк кода. И этот индикатор помогает зарабатывать, показывать вам, в каком мы тренде. Вот смотрите, сейчас я не вижу никакого накопления и роста. Это просто скок дохлой кошки. Когда нужно было продавать? Когда у нас была, вот сейчас я назад все верну. Вот у нас вот тут здесь был переходник, да, вот один, второй, третий. Продавать нужно было уже вот на втором, вот тут нужно было уже фиксироваться. А на третьем мы сделали перехай, тут уже нужно было полностью быть в кэше и заходить на все шорт. Тут нужно было продавать. Когда нужно было покупать? Покупать нужно было, когда мы на скаме FTX вот тут обновили лой, и была выше дивергенция на 27-дневном таймфрейме. Теперь зафиксировали, определили, да, как работает индикатор. Очень хорошо он подсвечивает. Теперь делаем инверсию. Я каждый день это все показываю. Сегодня решил показать инверсию. Вот смотрите, вот тут у нас скам FTX, да, мы вот тут одно, и вот тут была бычья дивергенция. Но а тут получается медвежья дивергенция, если инверсию сделать. Это четко, хорошо видно. Мы растем, а дивергенция 27 дней снижается. Логично, логично. Вы скажете, так сейчас тоже мы примерно имеем. Да, но это не дивергенция. Дивергенция это расхождение цены и индикатора. Кто не понимает. Чтобы эта дивергенция была активная, нам нужно обновить хай вот этот или в нормальной цене лой. Тогда цена будет выше, индикатор ниже. И наоборот в нормальной цене. Понимаете? Вот если взять аналогию с 22 годом, вот тут все хорошо видно. Мы были математически фон у нас был розовый. Тут у нас все зеленое. Это у нас большой таймфрейм. Не смотрите на таймфрейм 2-3 дня, неделя и даже месяц. Понимаете, а это 3,5 месяца. Это самый крупный таймфрейм активный, тот, который сегодня у нас открылся и закрылся. С этим мы разобрались, да? Большие таймфреймы не говорят абсолютно ничего за рост. Только это отскок, и дальше будет боковик. Ну, понятное дело, что уже такого снижения не будет. Вот здесь, да, мы примерно. Вот тут мы обновили, и тут была малая волатильность. Волатильность снизилась. Вот тут волатильность была очень минимальная. И мы начали расти на негативных новостях. С этим разобрались, да? Это у нас таймфрейм 36 дней. Разделить на 4 получается на одном графике 9 дней, вот это желтенькая, и 36 дней, вот это беленькая. Тоже я сделал инверсию. Давайте посмотрим. Цена у нас растет, дивергенция есть тут, да? Но давайте разберемся, как было в 2022 году. У нас цена росла, то есть падала, была медвежья дивергенция по объему, вот здесь видно, и видно, что таймфрейм 9 дней был в отрицательной зоне, то есть это очень критично. Цена растет, а 9-дневка, вот видите, как идет наклон. Сейчас похожая ситуация на фондовом рынке. Сейчас новости говорят, что это все, это победа, мы за 100 лет так не росли, а это манипуляция. Сейчас такая же самая ситуация на больших таймфреймах, по-моему, 73 дня. Посмотрите, я вчера делал обзор по фондовому рынку. Это просто смешно, что месяц мы вот так вот пиляли, не могли упасть, потому что Трамп говорил, что будет убивать, там будет атомная война, короче, туда-сюда, да, но нифига не падали. А потом мы уже почти договорились, да, за 5 дней одной свечой выбили все. Ну это просто смешно. Вот это, что сейчас происходит, я вот это ждал и говорил. Посмотрите видео, есть плейлист, в конце будет видео, плейлист, есть там недельные таймфреймы. Вы можете посмотреть, и ну, я же не просто так говорю, я вам еще показываю, что я шучу. У меня есть плейлист с сделками, я делаю
все открыто, все показываю, как я забираю профиты и так дальше. Ну, конечно, сейчас мне неприятно стоять в шорте, когда, блин, все в лонгах, ну, это очень неприятно, когда, ну, физически, психологически, но когда ты уже правильно, когда оно все падает, либо когда растет, а ты ждешь роста, все говорят, что будет падать, но это очень неприятно и психологически. В общем, мы тут понимаем, да, что мы на 9-дневке даже и не зашли в отрицательную зону. Нам нужно зайти в отрицательную зону, и тогда у нас будет накопление. Сейчас пока нету накопления. Нам нужна также бычья дивергенция на 36-дневном таймфрейме. Видим, на 36 дней мы вот тут обновили вершину, а тут дивергенция вот на лицо. Она вот здесь есть, друзья. Это дивергенция. И объем у нас показал, вот объем, тоже я инверсию включил, тоже была бычья дивергенция. Сейчас у нас по объему ничего не наблюдается по бычьим дивергенциям. Оно синхронно идет вверх, и цена идет вверх. Ну, на нормальной цене это будет все вниз. То есть вы понимаете, да, что это просто развод, это манипуляция века, я так называю. Дальше, таймфрейм один день. Один день. Сегодня мало таймфрейма, давайте посмотрим таймфрейм 3 дня сначала. Я же таймфреймом показываю. Здесь у нас что? У нас это волна, я переключу на магдишку. Вот магдишка, 18-часовка здесь, light таймфрейм, 18 часов, это на 4 периода меньше вот 3 дней. На 3 днях скрытые медвежьи дивергенции, видите, да, вот магди вот как выросла, это слабость. Цена упирается в лимиты, индикаторы растут, а цена просто стоит, потому что разгружается, понимаете, вот эти сейлоры, они говорят, что они покупают, но втихаря там продают, блин. Всякие манипуляторы, друзья Трампа, там сын же Трампа, знаем, да, как он, какой он классный трейдер, знает, когда покупать, когда продавать. И тут также у нас медвежья дивергенция. И моя одноклассница, которая работает на борте Трампа, стюардессой, также сказала, что это все манипуляция. Вот увидите. Я этому всему не верю, я верю своим индикаторам, и я ставлю на это все свои деньги. То есть я взял шорт. Буду добирать, если мы пойдем выше. Тут, короче, все, скрытая медвежья дивергенция. Тут у нас тоже рисуется скрытая медвежья дивергенция, потому что цена сейчас откатывается, да? Вот цена вот откатывается, а индикатор идет в космос просто. Представьте, если мы начнем снижаться, какой будет запас хода на снижение. И объем у нас показывает медвежья дивергенцию. Так, теперь таймфрейм один день на дневке. Так же самое. Light timeframe, вот были это регулярные бычьи дивергенции, сейчас рисуется скрытая бычья дивергенция, и что? И, в принципе, все. Ну, тут тоже вот скрытая медвежья дивергенция, вот на магдишке. Так, тут понятно и ясно все. На 6-часовке, вот тут был типа рост, да, вот так, ну, не так, вот так, вот так, вот тут был хай, это была медвежья дивергенция, видите, да? Вот медвежья дивергенция. Дальше, вот это, что выросло, это я трактую как скрытая медвежья дивергенция. То есть цену начали откатывать, вот медвежье пересечение у нас получилось, да, и мы начинаем снижаться. И смотрите, я еще хочу показать вам очень важный момент. Все говорят, что на недельке там выше пересечения. Сейчас я вам покажу. Уже показывал это. Кто первый раз попал на мой канал, обязательно подпишитесь, чтобы понимать рынок и быть на правильной стороне. Вот тут у нас август. Вот тут у нас было тоже пересечение на МАГДИ. Я вам показываю. Вот МАГДИ. Так, да, это не тот, это фьючерс. А я включаю всю историю. Это индекс биткоина. Вот тут, видите, бычье пересечение. Смотрите, какая дата. Дата у нас 8 августа. Вот тут было бычье пересечение, тут тоже были новости. Кстати, вот тут сантимент есть. Посмотрите, за август. Ну, давайте я покажу, чтобы... За август. За август. То же самое, большинство было, вот август, 22 августа. Нажимайте на паузу и смотрите. То же самое, все кричали блогеры, мы идем но пройдено, мы летим. Вот тут, да, куда мы полетели? Полетели вниз. Та же самая ситуация повторяется, друзья, не будьте обманутыми. Вот эту дивергенцию я показывал, моя панелька, которую я в конце видео покажу, она показывала сигнал, я говорил, будет рост. Мы сейчас все отрабатываем, сейчас я говорю, мы будем снижаться. И с этим разобрались. Возвращаемся на, куда? На 6-часовку. 6-часовка также у меня есть этот фильтр дополнительный, вот это желтенькое снижается, это 30-е скользящее, а бирюзовое это растет. Это фильтр от вот этой МАГДИ, чтобы понимать, куда у нас тренд. МАГДИ типа растет, да, я в панике думаю, я в шорте, блин, но моя 30-ка показывала, что это на 6-часовке будет коррекция. Сейчас коррекция отрабатывает. Так, коррекция у нас может вплоть до 71 тысячи, и это будет только 0,5 FIBA. Нам нужно удержать, кто топит за рост, нам нужно удержать 67 700. Если мы проваливаемся 67 700, будем идти ниже. Так, с этим разобрались. 18 часовку еще покажу. То же самое вот здесь. 18 часовка, light frame 4,5 часа. Мы растем. Мои индикаторы говорят, что вот дивергенция. И 30-ка также вот так вот показывала медвежью дивергенцию. Сейчас, ну, сейчас она показывает скрытую медвежью, а так была регулярная медвежья. По факту, когда вчера Трамп там накинул позитива на вентиляторы. И ритейл, как всегда, на зеленом покупает, а как всегда, когда страшно, на лоях они продают в убыток. Ну, классика, всегда так было. И ну, за 100 лет ничего не поменялось. Так. И 18 часовку показал. По 12 часовке мы покажем вам, в каком мы сейчас тренде по уровню волатильности, чтобы вы понимали. Вот уровень волатильности был закон сопротивления, это канал 12 часовки.
И мы сейчас снижаемся. Нам на вот фибах тянется, да, вот этого роста 12 часовка. Мы 68 можем свободно, вот если мы на 68 сходим, это будет нормальная коррекция. 68 350, 0,5 72. Если сюда придем и отскок, то ну, я уже буду задумываться. Я сейчас думаю, что мы можем с текущих на выходных уже валиться. Почему? Аргументы. Потому что вот у меня есть индикатор, это месячный уровень, бирюзовая линия, наблюдаем, да. Это вторая линия закол. Вот первый закол был вот здесь, это что, двухдневку я показываю, да? Двухдневка раз, закрылась, открытие, начало снижение. Это была первая зона, вторая сейчас тестируем. Сейчас я вам покажу, как было в 2022 году. Похожая ситуация, что сейчас происходит на рынке, было в 2022 году в августе. Вот третья зона была вот здесь, перед скамом FTX. Вот тут скам FTX, да, видите, зеленые свечи, идем, потом закол, не закрылись, откат, потом еще раз вторая попытка, и поехали на скаме FTX. Дальше. Вот вторая зона, аналогично сейчас, друзья, будет тяжело. Я неделю уже набираю шорты. Кто думает, что шорт взять и так просто, нет, я уже неделю жду. А тут мы были раз свеча, два свеча, 3 свечи. Понимаете, это долго было. То есть вот тут кто возьмет, выбьет. И тут уже финально начали снижаться. Это вторая зона была. И первая зона была весной в 22 году. Мы хорошенько так ударили, закрылись. Вторая свеча еще выше пошла, даже закрыла вот этот уровень месячный, да. И свипнули вот этот месячный, и потом начали снижаться. Сейчас я не думаю, что мы придем на... Вот все говорят, что вот тут будет шорты 80, 79. Я не думаю. Ну, правда, тут... Ой, стоп, подождите, не так смотрю. Все говорят вот сюда. На 90 уже все переобулись, да? Но мы флипнули, даже чуть-чуть не дотянулись до вот этой зоны. Двухдневка у нас 450 скользящая. Почему 450, а не 200 у меня в аргументах? Потому что математически у нас, ну, 200 работает на фондовом рынке хорошо. Математически круглосуточно на активе, который торгуется круглосуточно, 450 самое то. В общем, все, лайк, подписка. Покажу еще не все. Покажу вам панель. Панели тут нету. Вот панель моя. Что у нас по дивергенции? Я вам... Так, по дивергенциям. У нас вот здесь 20-минутка бычьей дивергенции на, ну, показывает 1 минуты до 29 дней. Так, это у нас задержка 1 бар. Ну вот, сейчас что пытается биток отрастать, 20 минут бычьей дивергенции. Вот 25 минутка, видите, вот как оно прыгает. Ну, понятное дело, мы сейчас там пытаемся откатывать, да, вниз. И то, что в прямом эфире на минутках, вот, медвежьи скрытые, здесь. И сильный сигнал, это задержка 2 бара. Что у нас 2 бара? Вот. Ну, короче, да, пытаемся сейчас соскакивать, но вот тут вот 14 часовка медвежья дивергенция. И вот минутка медвежья дивергенция. Ну, в принципе, все. Еще есть у меня панелька, ну, не буду затягивать уже время. Не буду задерживать время. Все, лайк, подписка. То есть вы понимаете, что я в шортах. Аргументы все показал. Индикаторы получить, просто напишите мне. Внизу есть описание, там есть бот, туда переходите и регистрируйтесь по моей реферальной ссылке, и вы будете зарабатывать со мной.